Всем привет! В эфире снова рубрика о самом востребованном в феврале по мнению ежемесячного руководства Shutterstock. Отдавайте предпочтение съемкам изображений и видео, которые показывают растения, рабочих разных специальностей и диких животных в естественной среде обитания. Также снимайте материалы, демонстрирующие людей, которые страдают нарушениями нервно-психического развития. Первая категория – животные в природе. Первое. Люди, наблюдающие за дикой природой на разрешенных смотровых площадках. Это могут быть экскурсии для наблюдения за китами или сафари. Второе. Экзотические животные в естественной среде обитания, например, ламы в Перу или львы в Африке. Третье. Животные Тихоокеанского северо-запада США, такие как медведи, волк, лосось и так далее. Четвертое. Обитатели океана, такие как осьминоги, дельфины и киты. Также Shutterstock предупреждает, что материалы нужно снимать с безопасного расстояния и с уважением относиться к природе. Вторая и моя любимая категория – растения. Фотографии и иллюстрации современных растений, трав и флоры в красивой обстановке как в помещении, так и на свежем воздухе. Отдельные изображения и общие виды растений в природе и людей, которые с ними взаимодействуют. Высокие кактусы, растущие бананы и пальмы в прекрасных местах, таких как Джошуа-3 или Гавайи. Съедобные цветы, различные травы и растения, такие как куркума, петрушка и другие. Цветущая вишня, пионы, одуванчики и другие весенние цветы. Следующая категория – это расстройство нервно-психического развития и специализированная помощь. Что изображать? Первое. Разнообразные изображения, показывающие такие расстройства в реальных жизненных ситуациях. Второе. Специализированная помощь взрослым и детям, страдающим нарушениями нервно-психического развития. Третье. Люди с ограниченными возможностями, использующие специализированные программы обучения. Четвертое. Дети и взрослые с расстройствами аутистического спектра. В качестве примеров можно привести людей, которые что-то делают в одиночестве, слушают музыку или используют планшеты для обучения. И пятое – взрослые и дети с нарушениями зрения или слуха. Следующая категория – это мастера на все руки. Какие темы? Первое. Рабочие самых разных специальностей, будь то строители, электрики, водопроводчики или сварщики. Второе. Специалисты разных профессий во вдохновляющей обстановке, например, в современных домах. Третье. Мужчины и женщины, выходящие за границы традиционных гендерных ролей. Например, вот здесь изображена девушка-пожарник. Четвертое. Системы снабжения, заводы и склады. И пятое. Люди, работающие на буровых вышках и в нефтяной промышленности. Также помните о том, что если на изображении можно узнать конкретный объект или человека, нужны разрешение модели или согласие владельцев собственности. На сегодня это все. Хороших вам продаж и до встречи. Пока-пока.